Всех приветствую! В этом видео буду менять топливный фильтр на Audi A6 C7. На Audi A4 B8 и A6 C6 я уже менял фильтр, ссылки будут в описании, на всякий случай, мало ли кто захочет посмотреть. В этот раз руки дошли до C7. Купил оригинальный топливный фильтр, он продается вот только так в сборе, с клапаном, с вот этим вот корпусом. Грубо говоря, нужно достать полностью модуль из топливного бака и располовинить его и поменять вот эту часть. Видел в интернете не оригинал, но каких-то подозрительных фирм. Есть не оригинал ВДО, в принципе это будет тот же самый оригинал, но ВДО стоит дороже, чем оригинал. А не оригинальные там по цене, ну конечно дешевле, но вызывают сомнения, особенно Оска, там даже вот этот клапан другой формы. Еще есть там, по-моему, Ледо какой-то, но похоже это то же самое, что с Алиэкспресса. Чем не оригинал отличается от оригинала, там нет в комплекте вот этого вот нового кабеля с контактами. Не знаю, зачем он нужен, в принципе, наверное, и можно и старый оставить, но как бы вот решил не экономить на этом. Так, какие тут надписи? Continental, Volkswagen, Audi. В оригинале, по-моему, стоит с маркировкой А, и там отличается от А тем, что здесь есть вот этот вот вывод под Webasto. Многие его глушат, но я еще посмотрю, что с этим буду делать. Кто-то пишет, что на старом насосе стоит заглушка специальная, которую можно снять и переставить. Ну, в общем, сейчас поставлю. Предыдущий владелец говорил, что фильтр не менял. Первый владелец неизвестно, менял, скорее всего, тоже не менял, потому что официалы говорят, что на весь срок службы автомобиля. Поэтому у меня сейчас пробег 181 тысяча, и фильтр не менялся. Скорее всего. Ну, сейчас об этом узнаю. В первую очередь, что нужно сделать? Это дождаться, пока топливный бак будет пустой. Потом уже начинать менять. Как обычно, скачал инструкцию официальную по замене. Во-первых, что потребуется дополнительно приобрести? Две вот такие вот клипсы фиксатора заднего сидения, они одноразовые. Артикул оставлю в описании. Соответственно, при снятии заднего дивана она ломается и нужно будет поменять. Видел в интернете, что продаются многоразовые, но они стоят в 5 раз дороже. И так как не часто задний диван снимается, решил одноразовый купить. Еще в инструкции сказано, что нужно поменять вот это уплотнительное кольцо номер 4. В интернете тоже кто меняет, кто не меняет. Короче говоря, я решил не менять, потому что на А4 там такая же схема замены. Тоже нужно это менять кольцо, резиновый уплотнитель. Но вот здесь написано: замена устанавливаю сухим. Но я решил попробовать. В общем, какие советы еще? Тоже после замены сразу клипсы не устанавливайте нового. Какое-то время покатайтесь с отщелкнутым диваном. Мало ли какой-то появится запах бензина, чтобы можно было не покупать еще раз, не ждать. Потому что все-таки сейчас с запчастями нужно все ждать. Далее, из инструментов желательно приобрести вот этот. Но, конечно же, никто это не делает. И, в принципе, там все по инструкции. Единственный нюанс — это как правильно уложить кабели. Где-то здесь было. Но это я потом уже покажу. В общем, несколько страниц. Ссылку в описании оставлю. Не знаю, говорил, не говорил. Ну, как бы приступим к замене. Прежде чем снимать диван, советую вот эти вот изофиксы снять, потому что они крепятся на скобы, а скобы крепятся к кузову. То есть, скорее всего, можно сломать будет. Их нужно... Тут, в общем, вот такая система. Нужно поднять наверх. Вот так вот. И извлечь эту штуку. Следующее, чтобы снять эту сидушку, нужно плюс-минус взяться где-то посередине сиденья и дергать ее так вот. Сейчас, на самом деле, я не рассчитывал, что оно откроется, потому что обычно это очень тяжело. Но сейчас оказалось очень прям легко. Все, мы сняли. Тут такая вот штатная шумоизоляция, в отличие от А4Б8.
И вот эти вот фиксаторы уже здесь, они не сломались даже, их смотри-ка, они просто вышли из этих пазов, так что может быть кто-то задний диван уже снимал. Ладно, сейчас разберемся. Крышка тут не приклеена, и здесь нужно отвинтить 3 винта на крестовую отвертку. Так, момент истины, что же там находится? Ух, какая грязюка. В общем, сейчас надо все это почистить. Вот про вот этот вот отвод я говорил. Скорее всего, он не сквозной, а не пропиленный, просто не просверленный. Вот так вот выглядит. Естественно, никакой маркировки не видно. Сейчас это все почищу и буду отсоединять. В первую очередь отключаем электроразъемы. Делаем себе, ну, считаем, сколько рисок тут было. Ну, допустим, 1, 2, 3, 4, 5, ну, плюс-минус до 6 было затянуто. Помню, на других машинах там также затягивать сильно не получается. Значит, стрелочка здесь только. Надо будет обратить на это внимание. Потом провод укладывать тоже обращаю внимание, что эта штуковина должна быть где-то здесь. По-моему, вот так вот. В общем, много нюансов. Тут надо внимательно отсмотреть. Прежде чем снимать этот быстросъем, кладем какой-нибудь ветошь, чтобы бензин особо не разбрызгивался. Ну и, конечно же, огнетушитель где-нибудь поблизости, чтобы снять этот быстросъем. Во-первых, там советуют его надавить, и тогда будут эти штуки легче нажиматься. Но для этого еще есть специальные клещи такие. Я все, конечно, думал их купить, но что-то как-то... Ой, сейчас брызнет, блин, прямо в глаза. Ладно, сейчас постараюсь его снять, потому что одной рукой, конечно же, это все это не снимается. Вот он надавливается, и там нужно быстренько эти клипсы нажать. Если прям очень много грязи, сюда можно смазку, силикон или там какую-нибудь проникающую, тогда вычистится грязь из этих пазов и будет легче достать. Провозился с этой фигней минут 20, наверное, и так, и сяк, и туда-сюда. В общем, как я сделал? Залил здесь проникающей смазкой, чтобы очистились эти контакты, и от руки нажимал. То есть, если кто-то будет делать, то, конечно, делайте с помощью специальных клещей для съема вот этих топливных разъемов быстросъемных. А я как делал? Значит, нажимал, чувствуешь, ну, нажимаешь вниз, чувствуется щелчок, потом сдавливаешь эти язычки пальцем и начинаешь ее теребонькать, там поворачивать влево-вправо, и вот так вот спустя какое-то время оно вылезло. Бензина слилось тут грамм 10-20 максимум. Вот все, что слилось. Никакого потока, давления тут не было. Все хорошо. Теперь следующий проблемный этап — это открутить это кольцо без специального инструмента. Значит, откручивать, естественно, против часовой стрелки нужно. И, скорее всего, использовать молоточек. А вот с этим кольцом оказалось все гораздо проще. Но, опять же, предварительно все жидким ключом залил. Взял отвертку, молоток и бил по вот этим вот граням. Вообще без усилий. То есть, практически прям совсем чуть-чуть молоток. То есть, я помню, как на B8 снимал, там пластиковое кольцо. Там, конечно, опаснее гораздо было. Здесь стальное. Но это прям минуту заняло максимум. Так, теперь снимаем это кольцо. И кладем в сторонку куда-нибудь. И теперь нужно как-то достать этот модуль. Короче, сейчас двумя руками буду делать, потому что тут главное не сломать датчик уровня топлива. Об этом тоже многие пишут. Вынимается насос без сюрпризов. Отщелкивается один вот этот вот контакт внутри бака, там расположен, и вынимается. Там
Вот такая конструкция. Значит, чтобы вынуть, нужно приподнять вот эти две штуки. Вот он приподнялся максимально и вытащился. Далее вот этот поплавок с ним аккуратно надо быть. Не. И там где-то датчик уровня топлива. Так, сейчас надо будет располовинить его и снять вот это. Вот это кольцо меняют. Оно в идеальном состоянии, не трещины, ничего, очень эластичное. Резиновое кольцо хорошее. Может быть, немножко от бензина оно распухает со временем. Но визуально сейчас почищу его, высушу, и все будет нормально. Чтобы отсоединить, значит, вот контакты. Надо вот этот быстросъем снять, вот этот контакт снять. И, в принципе, вот эти вот все тоже подключить. Там еще важно смотреть, как провода уложены. Значит, вот эти силовые провода вдоль корпуса за направляющими. Дальше вот этот синий провод тоже вдоль корпуса за направляющими. Эта штуковина также нажимается вниз и надавливается. Она легко снялась. Вот этот черный хомут нужно перерезать. Топливо вылилось меньше литра. Вот если тут ведро смотреть, плюс-минус там до литра. Здесь какие-то есть крошки, но возможно, что это просто с этого корпуса попала грязь. Так, вот вылил остатки топлива из фильтра, а оно, в принципе, никак по цвету не отличается. То есть я помню, что кто-то там сфоткал или там на Drive 2 выложил, что выливалась прям черная мутная хрень, как квас. 2011 год. То есть это родной фильтр, который проехал 180 тысяч километров без замены. По поводу внутреннего фильтра. Сейчас я покажу. Внутри здесь вот только чуть-чуть отложение грязи есть. Значит, тут также есть еще фильтр грубой очистки. Он расположен вот где-то вот там вот. Сейчас попробую фонарик включить. Чтобы его достать, нужно вот эти вот места, где видно пайку, выпаивать. Вот сам топливный насос. Соответственно, достать его без мародерства, без распаивания этого корпуса нереально. Я попробую просто туда очистителем зафигачить, смою, что там есть лишнего, но менять его не буду. Кто хочет, пускай распаивает, либо меняет в сборе с насосом. Еще вылилось бензина. Теперь продолжаю нюансов. Вот этот вот отвод, он просто запаян. Значит, придется что-то придумывать. Вот столько грязи добавилось после того, как я брызгал в топливный насос очистителем тормозов. И вот такой бензин. Даже он пожелтел. Но возможно, что это очистители. Он был такой светлый. Сейчас потемнел. Какие-то крупные куски там даже плавают. В принципе, вот это кольцо артикул, наверное, вставлял уже. Сделано в Индии. Очистил. Но оно такое. Не чувствуется разбухшим. Эластичное. И очищаем обязательно посадочное место здесь. Засунуть обратно его тоже, то еще приключение. В итоге здесь есть фиксатор. Ну, не фиксатор, а отметка. И здесь круглая отметка. И нужно вот так вот его здесь вот зафиксировать. Проследив, что вот эта вот резиновая прокладка легла везде равномерно, не загнулась. И потом закручиваем. До 6 рисок также получилось легко забить, как и открутить. В принципе, здесь все просто. Теперь по поводу этой заглушки. Тут есть пробочка, но она сейчас такая транспортировочная тупо. И боюсь, что все-таки пары бензина могут ее выдавить. Кто-то сюда закручивает шуруп, но я попробую сейчас посадить ее на суперклей. Даже слышно. Надеюсь, слышно.
оттуда давление выходит уже. То есть ее как нефиг тут выдует. Попробую сейчас, значит, немножко замотовать наждачкой эту поверхность. И надеюсь, этот пластик с суперклеем хорошо будет контактировать. Взял кусочек наждачки и замотовал и внутри самой пробки риски, чтобы были. И здесь снаружи тоже риски добавил. Сейчас обезжирю и попробую заклеить. Сейчас я смотрю, и оно схватилось. Я вот пробую все силы его поднять. Оно схватилось намертво, он даже не проворачивается. Клей совершенно обычный какой-то там. Суперклей. Ну, они все по составу плюс-минус одинаковые. Без... Ну все, мне кажется, оно держится идеально. Так, теперь, значит, провода. Здесь вот есть специальная такая штуковина. Нужно ее поддеть вот так, чтобы провода не сломались. Так, затем вот этот проводочек я положу так, чтобы он не натирал. И вот так. Здесь прям какая-то штуковина, которая мне тоже не очень нравится. Хорошо бы, чтобы она не натиралась. Ну, в принципе, и все. Сейчас я... Значит, проверяем вот этот коннектор наверх. Если он защелкнут и не выдергивается, значит, все правильно. Не закрываю пока крышку. Пробую запускать двигатель. Завелась так, как обычно. Даже с учетом того, что воздух там попал. Тут ничего вроде не льется. Все хорошо. Вот, теперь я поезжу без крышки какое-то время. Диван просто так положу, чтобы убедиться, что нет никаких протечек. А так дальше вставляются новые клипсы в эти места, фиксируются, и потом диван просто защелкивается. И в принципе на этом замена топливного насоса совершена. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.